Добрый день! Тема этого видео – как избавиться от СТОСН – синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. На своем канале я уже записываю видео про СТОСН, где я рассказываю про теорию, что это такое, откуда этот синдром берется и так далее, откуда он появляется вообще. В этом видео и цель этого видео – показать, донести информацию, рассказать о конкретных практиках, о конкретных методиках, как же избавиться от СТОСНа. Потому что, приведу пример. Клиенты, которые ко мне приходят, они уже до этого по каким-то косвенным признакам, они начитались всевозможной информации, книги, фильмы, статьи научные, и приходят и говорят: так и так, Сергей, здравствуйте, у меня СТОСН, я хочу решить данную проблему. И когда мы начинаем работать уже с этим человеком, с этим клиентом, иногда, правда, бывает так, то, что это совершенно не СТОСН, там что-то другое у него, и мы это разбираем. А иногда это, даже не иногда, наверное, в большом проценте случаев так оно и есть, у него СТОСН. То есть они перед этим уже изучили очень много информации. Кстати, некоторые мне вообще говорят, что я прочитал научную статью там, в Германии, научную статью в американском журнале. Рассказывают мне такие вещи, я думаю, ничего себе, какие подкованные, я для себя очень много что узнаю. Но дело в том, что этим людям, клиентам, не хватает психологических знаний, потому что сексология, это 95% это чистая психология. И те законы, которые в психологии, те методы, как устроен наш мозг, как устроено наше сознание, взаимосвязи, что от чего идет, что такое травма, замещение, комплекс, страх. Ну, то есть, если знать все это, то с помощью этой психологии можно решить как раз и СТОСН. Потому что, как я только что сказал, сексология это 95% это чистая психология. И когда обращаются клиенты, вообще, кстати, в сексологии запросы по СТОСНу, они одни из самых популярных. Мне кажется, процентов даже, наверное, 60. Вот конкретно по себе даже судить, если я как сексолог, как психолог, ко мне по сексологии обращаются примерно 50% клиентов с обращением по СТОСНу. То есть это очень-очень много, это проблема. Это актуально, она много кого интересует, и многие хотят решить данную проблематику. Также хотел сказать о том, что ко мне часто приходят не только мужчины, мужчины это само собой разумеющееся, но также и женщины. Женщины это жены, это девушки. И они рассказывают то, что либо у них изначально, когда начинают встречаться с парнями, либо у них изначально уже сексуальная жизнь не складывается, не клеится. То, что они видят, они прекрасно понимают, что что-то не так у парня, то, что у парня нету хорошей нормальной эрекции, то, что парень начинает, грубо говоря, загоняться. Что-то вот, и некоторые девушки, некоторые там женщины выбирают разорвать отношения, ну зачем мне такой нужен, а у некоторых есть терпение, любовь, сила воли, и они приходят за советом, они приходят узнать, спросить у специалиста, у сексолога, что же делать, может с ней что-то не так, может она что-то не так делает, что же ей сделать такого, чтобы у них нормализовалась, либо началась нормальная сексуальная жизнь. И часто когда приходят эти девушки, я слышу такие истории, то что, допустим, у них была сексуальная жизнь, потом что-то произошло, какая-то травма, какое-то событие, и парень, либо муж начал избегать сексуальной жизни, он начал, как конкретный пример, он устроился на вторую работу, на третью работу, он специально работает допоздна, приходит домой совершенно никакой, уставший полностью, ему, естественно, не до супружеского долга. Либо ребята начинают увлекаться охотой, рыбалкой, компьютерными играми, они начинают делать все, чтобы как-то отвлечь свое внимание, направить в другую сторону свою, в другую сферу всю свою сексуальную энергию. И они опять же делают все, чтобы лишь бы не заниматься сексом с своей женой, с своей девушкой, с своим партнером. А как только жена, девушка начинает напоминать про супружеский долг, у них происходят большие истерики, большие скандалы. Мужчины начинают обвинять женщин в каких-либо ситуациях. И умные девушки, умные жены, они понимают, что что-то тут не так. И они же прекрасно видят ту ситуацию, то, что у мужчины нет эрекции. И, грубо говоря, у мужика начинает ехать крыша. Он начинает замыкаться либо в себе, у него начинает появляться депрессия, он начинает отстраняться от семьи, он начинает избегать
всего то, что связано с сексуальной жизнью. И тут очень важно грамотно донести информацию до жены, проанализировать всю информацию и рассказать ей про конкретные методики, техники, что ей делать, чтобы решить этот недуг, чтобы этого синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи не было. Давайте, наверное, тогда сразу же начну с практик. Опять же, эти практики я говорю как и девушкам, так и мужчинам, которые приходят. Вообще, стосн – это гиперконтроль. Это когда мужчина полностью зациклен на том, чтобы донести удовольствие своему партнеру, девушке, жене, неважно. Когда он полностью, у него все мысли только о том, чтобы лишь бы у него встало, лишь бы получился хороший секс, лишь бы, чтобы его партнер получил удовольствие. То есть они о себе совершенно не думают. И они постоянно зациклены над этой тематикой, над этой сферой. Иногда бывает такое, то, что клиенты мои рассказывают, они знают то, что, допустим, вечером будет свидание. И человек, у которого проблемы со стосном, он с самого утра начинает себе накручивать. Вот он проснулся с утра, он идет завтракать, а он уже думает: так, сегодня мы будем заниматься сексом, сегодня будет интимная жизнь, я должен быть готов, я хочу, чтобы у меня все было хорошо. И я не хочу облажаться, как в прошлый раз, я не хочу, чтобы у меня не была эрекция, я хочу, чтобы у меня была эрекция. И в общем, он целый день себя накручивает. Время, допустим, там 8 часов вечера, либо 6 часов вечера. Они встречаются с девушкой, и он все больше и больше себе накручивает. Я хочу сегодня показать себя с самой лучшей стороны, я хочу быть половым гигантом, я хочу ее очень сильно удовлетворить, чтобы она была в шоке от меня, какой я самец. Как я хорошо владею своими половыми органами, какой я, не знаю, замечательный в постели. И они постоянно думают об этом. И как только дело доходит уже до того, как они разделись, уже интимная обстановка, и как только дело доходит до самого полового акта, и тогда у них просто уже перенапряжение, этот гиперконтроль, и, естественно, нету эрекции. И они после этого начинают еще больше себя гнобить. Да как так получилось? Да я никчемный. А если, не дай бог, в это время еще что-то скажет девушка, либо женщина этому парню, то что: эх, какой ты у тебя вялый, либо не знаю, как-то похихикает над ним. В общем, это все может, это все может перерасти вообще в глубокую травму, в большую депрессию, и потом очень тяжело из этого выйти. Это я просто сейчас рассказываю про то, что стосн — это, как я сказал, это гиперконтроль, и важно его отпустить, этот контроль. Теперь давайте, наверное, про техники, которые я применяю в своей работе, когда ко мне приходят клиенты, либо мужчины, либо женщины, которые мы эти техники применяем. Опять же, я сейчас важно скажу такую мысль. Дело в том, что нет универсальной техники по стосну, нет такой методички, что так, клиент Иванов Иван Иванович, 20 лет, у него судьба, жизнь такая-то, применяем технику такую-такую-то. Нет, у всех стосн образовался этот синдром по разным причинам. Все люди разные, у всех психика совершенно разная. И задача специалиста, хорошего специалиста, психолога, сексолога, подобрать именно ту технику, которая поможет этому клиенту, чтобы она ему помогла, чтобы он решил свою проблему, чтобы потом клиент через какое-то время, через неделю, месяц написал сообщение в Телеграме: Сергей, привет, так и так, сегодня занимались сексом, все прошло хорошо, я делал то-то, то-то, спасибо тебе большое. Вот это вот и есть обратная связь, это то, когда я радуюсь за свою работу, когда мне пишут такие отзывы. И тут я повторюсь, задача специалиста состоит не в том, чтобы клиенту предоставить вообще техник по стосну, по работе со стосном, да и большое гигантское количество, сколько, наверное, людей, столько и техник. Но невозможно все эти техники передать одному человеку. Нужно подобрать одну технику, такую, чтобы она именно ему зашла, чтобы он, применив эту технику, справился со своим синдромом, чтобы у него нормализовалась, восстановилась и продолжилась нормальная сексуальная жизнь. Теперь перейдем к техникам. Первая техника — это отпустить контроль. Это я сейчас так образно говорю, я ее буквально за 1 минуту сейчас расскажу. Естественно, в процессе терапии, в процессе сессии эта техника гораздо больше по времени. Суть этой техники, наверное, понятна из названия. То есть попытаться сделать так, чтобы клиент не
отпустил контроль полностью со своего убеждения. То, что ему нужно сейчас удовлетворить партнера. Для него сейчас самое главное, это чтобы у него была эрекция, чтобы он не думал об этом, чтобы он переключил внимание на что-то другое. На что? Это уже как раз другой вопрос. Это конкретные случаи, конкретные клиенты, в конкретной ситуации обсуждается. То есть тут задача состоит в том, что как-то либо его внимание перевести с эрекции, его внимание перевести с сексуальной этой связи, своего партнера, с кем он сейчас будет заниматься, либо чтобы он сконцентрировался на удовольствии, не на ней, не на девушке, не на женщине, а на себе, чтобы он попытался получить удовольствие. Это вот одна из техник, она так и называется, отпустить контроль. Ну, естественно, она гораздо больше, сейчас я просто общее название и общий принцип этой техники сказал. Вторая техника — метод запретного плода. Суть этой техники заключается в том, что когда клиент приходит со стосном, я предлагаю ему эту технику. Задача его, когда он приходит домой, у него есть девушка, жена, они ложатся в кровать. Естественно, его партнер, женщина, она в курсе, что, грубо говоря, там техника запретного плода, она заключается в том, что они ложатся, но они не занимаются сексом. Они могут заниматься оральным сексом, они могут заниматься, я имею в виду, без механических воздействий, без проникновения. Они могут заниматься ласками, они могут заниматься различными утехами, могут играть различными секс-игрушками. Все что угодно, только без проникновения, чтобы не было самого акта сексуального. И это происходит на протяжении, и ставится такой запрет на протяжении 2 недель. То есть там раз в 3 дня парень, девушка ложатся в одну кровать, они друг друга ласкают, приносят удовольствие друг другу. Возможно, это мастурбация взаимная, это опять же нормально, как я уже говорил, это оральные ласки. Но тут вся фишка в том, что главное не дойти до самого процесса полового акта. И тут, как техника называется, техника запретного плода, когда человек уже успокаивается, клиент, когда он уже понимает что он в безопасности, когда они уже наигрались, когда они уже друг другу по-всячески приносили удовольствие путем массажами, там, различными оральными ласками, мастурбацией взаимной. И тогда человеческая психика так устроена, что охота уже этот плод, это как, наверное, в Библии, съесть этот запретный плод и заняться уже настоящим полноценным сексом. И эта техника срабатывает. И на протяжении, допустим, обычно клиенту говорит, что 2 недели нужно применять эту технику, и через неделю у него уже начинается нормальная половая жизнь. И, он избавляется от стосна, у него пропадают эти проблемы, потому что целую неделю он со своей девушкой, со своим партнером, он просто лежал, приносили друг другу удовольствие. И все-таки он потом, как сказать, искушение берет свое. И техника запретного плода, она работает. Третья техника и практика — это признание. Это когда мужчина понимает свою проблему, понимает свой синдром, и тогда он чисто сердечно признается и рассказывает своему партнеру. Говорит: так и так. Там, Оля, Маша, Даша, Вика, неважно, у меня есть такая проблема, я сильно волнуюсь, я очень сильно переживаю, у меня плохая эрекция, я зациклен на своей эрекции, и он чистосердечно это все рассказывает. Опять же, нужно, чтобы была интимная обстановка, чтобы партнер его понимал, чтобы было доверие между людьми, чтобы было доверие, эта интимность, чтобы была преобладала. И после того, как женщина это все выслушивает, она прекрасно понимает, о чем идет речь. На самом деле женщины очень сильно сами волнуются, и у них есть свое наподобие стосна. И когда мужчина это все изливает, он как будто бы освобождается, у него как будто бы разрядка психологическая. Он как будто бы больше уже не хочет там показаться перед ней половым гигантом, либо мастером в сексе и так далее. Он просто становится самим собой. Он берет полностью ответственность за себя, за свои действия, за свою эрекцию, полностью себе. Он открыт,
он уязвим. И тут самое главное, опять же, ну на самом деле в моих случаях такого не было, чтобы девушки, когда клиент говорил своему сексуальному партнеру, девушке, жене о своих проблемах, девушки никогда не говорили, там, не хихикали, не как-то не развивали эту тему, не уходили, то есть не обрывали отношения. Они понимают, потому что им важны эти отношения, потому что у них, как я сказал, есть свои страхи, комплексы и так далее. И тут все волнуются. В общем, третья техника называется признание. Тут просто нужна очень большая сила воли и открытость, чтобы это все открыто рассказать своему партнеру. Согласитесь, не каждый человек, когда тем более, ладно, это муж, жена, когда у них прошло какое-то количество времени, у них была сексуальная жизнь, а потом она под каким-либо причинам нарушилась из-за какого-либо действия, из-за какой-либо ситуации. А когда люди первый раз встречаются, и тут так на первом свидании это все рассказать, нужна большая смелость, нужна большая сила воли к этому. Вот техника это называется признание. Четвертая техника, она называется письмо от врача. Это такое общее название, это когда, опять же, у человека должно быть большая сила воли и смелость, когда он осознает в себе эту причину стосно. И когда я пишу в Телеграме наподобие письма партнеру этого клиента, девушке, там, я пишу наподобие, там все очень просто, это такое лайтовое сообщение. Там, здравствуйте, Мария Михайловна, там, клиент Иванов Иван Иванович, у него есть проблема, он очень сильно волнуется. Я описываю ситуацию стосно в мягкой такой форме и в самом конце доношу то, что сексуальная жизнь возможна, все хорошо, нужно немножко потерпеть, вам нужно сделать то-то, 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 чтобы сексуальная жизнь восстановилась. И когда, опять же, это просит сам клиент, чтобы он по каким-либо причинам стесняется сам это рассказать своей девушке, своему партнеру, жене, а когда это делает человек сторонний, допустим, как я, там, как, может быть врач, да, может быть как-то специалист в этой сфере, когда он доносит эту информацию, человек как будто бы себя немножко снимает ответственности. В этом случае это хорошо. Я прекрасно понимаю, и мы все знаем то, что полностью снять с себя ответственность это нехорошо, и нужно нести ответственность полностью на себе. Но именно конкретно в этом случае донести информацию до своей второй половинки через так называемую технику письмо врача, где будут конкретные рекомендации, что нужно делать, как нужно, где описывается ситуация про этого человека. Это работает. И по отзывам клиентам, которые мне писали, это действительно работает. Это хорошая техника, мы ее часто применяем. Я люблю эту технику применять. Четвертая техника. Это изменить установку. Установку, опять же, с того, чтобы не принести девушке, женщине, партнеру, там, жене удовольствие, а чтобы удовольствие принести себе, чтобы быть своего рода эгоистом. Потому что секс это игра не в одни ворота, это игра в оба ворота. Это когда оба партнера получают удовольствие в равной степени. Иногда, конечно, бывают перегибы, иногда люди пытаются, да ладно, там, что со мной, лишь бы мне партнеру донести удовольствие, лишь бы чтобы ему было хорошо. Такое часто бывает и у девушек, и у парней. Я-то ладно, как-то перебьюсь, для меня-то секс как бы это не важно, со мной это да и ладно, а вот главное, чтобы у него все было, главное, чтобы он остался доволен. И тут самое главное, фокус внимания перенести с партнера на себя и сделать так, чтобы человек уже, у которого проблемы с отсутствием, чтобы он начал получать удовольствие сначала просто от ласк, от массажей, от оральных каких-то ласк, а потом уже и от самого секса. То есть эта техника называется изменить установку. И она, кстати, тоже очень хорошо работает. Следующая техника называется медовый месяц. Эта техника предлагается тогда только когда партнер, девушка согласна на эту технику. Заключается она в следующем. То есть парень, у которого есть тосн, девушка, жена, девушка, неважно. Они обговаривают медовый месяц. Они целый месяц будут ложиться спать вместе, но не заниматься сексом. Тем самым мужчина будет привыкать к женщине, он будет привыкать с ней. И тут еще самое главное, ну не самое главное, а одно из главных, это ложиться полностью голым,
чтобы мужчина привыкал к женщине, к тому, что она голая, чтобы они вместе смотрели фильмы, читали книги, шутили, беседовали, чтобы они очень много времени голые вдвоем проводили в постели. Тем самым у него снижается эмоциональный накал. Тем самым для него кровать, постель, девушка, сама ситуация становится уже не такой опасной. Он уже не концентрируется на ней. Он просто становится спокойным. И в процессе техники медовый месяц, неделя, две, и обычно там после второй недели, там еще чуть немножко времени, у кого-то гораздо раньше, то есть стосн сам по себе пропадает, и у мужчины начинает появляться нормальная, хорошая эрекция. И, естественно, они занимаются любовью, что и требовалось доказать, чтобы избавиться от стосн. Напомню, эта техника называется медовый месяц, и эта техника делается только тогда при согласии партнера. Следующая техника – это гинекологическое кресло. Суть этой техники заключается в следующем. Мы все представляем, как выглядит гинекологическое кресло. Это когда в домашних условиях, естественно, этого не повторить, но постараться можно. Это когда девушка ложится, девушка, женщина, буду, наверное, в этом видео говорить девушка, чтобы там не важно. Когда девушка ложится спиной на какую-то высокую кровать, либо можно постелить там подушки, одеяло, и пытается воссоздать именно гинекологическое кресло. Мы понимаем, о чем идет речь и какая там поза. А тем самым парень к ней приближается. Фишка этой техники заключается в том, чтобы создать самое минимальное расстояние от половых органов девушки и парня. Чтобы это расстояние было самое-самое маленькое. Чтобы парень, опять же, привыкал к этому. И чтобы они начали чтобы они начали секс не взаимопроникновение, а сначала с ласк, с оральных, с проникновения, то есть без фрикции. Тут важно, чтобы парень начал возбуждать, возможно, орально, да все что угодно. Там подойдут также секс-игрушки. Опять же, фишка этой техники – создать самое минимальное расстояние между половыми органами девушки и парня. Чтобы у парня потихонечку пропал этот страх, пропала это гиперконтроль, все эти мысли, то, что ему прямо сейчас нужно девушке принести удовольствие. И просто в этой именно позе гинекологическое кресло, эта поза, она самая-самая легкая для парня. Это не миссионерская поза, то есть он может помочь руками, он может как-то начать мастурбировать себе и девушке. То есть фишка этой техники и фишка этой позы, то что создать самое минимальное расстояние между половыми органами. И в этой позе парню гораздо легче начать фрикции с девушкой, начать заниматься любовью. Также эта техника, на самом деле, она очень такая, как сказать, действенная, эффективная, простая. Следующая техника – это техника якорения. Якорение пришло к нам из НЛП, из психологии, на самом деле много где используется. Дело в том, что наше физическое тело способно запоминать все эмоции, которые мы переживали в процессе жизни. И у каждого из нас были такие эмоции, когда мы были на высоте, когда нами все восхищались, когда нам хлопали, аплодировали, когда у нас было чувство самоуважения прям такое на пределе, когда мы сами себя, вот это я сделал, это как там, не знаю, подняться на гору Эверест, ничего себе, я поднялся на эту гору, либо когда там заработали большие деньги. И техника якорения способна с помощью определенных действий, грубо говоря, по щелчку пальца, это я сейчас, конечно, образно говорю, там свои нюансы, свои фишки есть, воссоздать именно ту ситуацию, когда человек полностью уверен, спокоен, когда он уверен в себе, когда он полон сил, когда он может преодолеть Эверест, когда он может сделать все, что угодно. И как только начинается сам процесс половой близости, это состояние он в себе включает, и человеческое тело запоминает, именно вспоминает те эмоции, переносит здесь и сейчас, и в этом случае у него пропадает стосн, потому что им завладевают и овладевают,
у него теперь в этот момент совершенно другие эмоции, он совершенно о другом думает, у него совершенно другие мысли. Это совершенно как будто бы другой человек. Техника якорения, она очень распространена, применяется она много где, и она действительно очень эффективная. Следующая техника — это, так, сейчас, секундочку, выразить чувство словами, выразить свою любовь к девушке словами. Это когда начинается парень, девушка, когда встретились, у них интимная обстановка. И чтобы парень не концентрировался на своей эрекции, чтобы не думал каждую секунду, хоть бы у него стал, хоть бы у него стал, хоть бы у него эрекция была сильная, там, мощная и так далее. Он начинает выражать свои чувства, эмоции девушке. То есть он рассказывает, какая она красивая, какая она обаятельная, какая она классная, он ей делает комплименты. И тем самым он перезагружает свое сознание, тем самым он отвлекается от своей эрекции и переводит фокус внимания на то, чтобы придумать, какая классная у него девушка, какой классный у него сексуальный партнер, какая она красивая и так далее. Это просто перевод фокуса внимания. На самом деле, опять же, это действенная техника. Так, следующая техника, техника аффирмация. Аффирмация — это когда... Это как самовнушение, самогипноз. Это когда человек начинает перед половым актом и даже до этой ситуации начинает себе внушать про себя определенным способом, определенным методом то, что у меня все получится, эрекция будет большая, девушка останется довольна, секс будет хороший, я счастлив, у меня все хорошо, я спокоен, я полностью расслаблен. Определенное повторение под определенное, опять же, ну, это не просто как бы повторять такие слова, там есть определенная техника, как это делать, как делать это самовнушение. И эта техника, опять же, показала очень сильно свою эффективность. Также при работе со Стоссном можно использовать нейротехники, которые я часто использую, ДПДГ, да большое количество психологических приемов при работе со Стоссном. Как я говорил, техник очень-очень много, но задача специалиста состоит в том, чтобы подобрать нужную технику для определенного клиента, чтобы именно эта техника ему зашла. Наверное, в принципе, у меня все. Также я сейчас хотел сказать такую мысль очень важную, то что те люди, которые подозревают по каким-то косвенным признакам, либо знают, то, что у которых проблемы с эрекцией, которые начинают догадываться, то, что у них Стоссн, я хочу им сказать то, что Стоссн очень, как сказать, это распространенное такое явление, распространенный синдром. Он очень имеет высокую степень решения данной проблематики. От вас всего лишь нужно это желание и обратиться к хорошему специалисту, который поможет вам решить данную проблему. То есть от Стоссна Стоссн легко решить. Главное, чтобы было желание у вас. И вообще, на самом деле, желание — это уже половина процента успеха. И прийти на сессию, рассказать об этом, поделиться — это уже половина процента успеха преодоления Стоссна. Да, наверное, все. Как бы, тут у меня больше добавить нечего. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Если вам было интересно, то поставьте лайк и напишите какой-либо комментарий, что вы думаете по этому поводу. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.